Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о том, что же вам делать, чтобы всегда в вашей жизни, в вашем доме были деньги. Поделимся очень важными советами. Какие вещи должны быть обязательно в доме, какие растения должны быть в доме, что обязательно должно быть в вашем кошельке. Ну а также, где нельзя хранить деньги и слова, которые помогут вам привлечь деньги. Друзья, очень важная и ценная информация, поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Кроме того, это видео заряжено на привлечение денег, поэтому слушайте внимательно. Прямо сейчас ставьте лайк, в комментариях пишите слово «Я богата». Таким образом, вы сможете запустить финансовый поток в свою жизнь, при этом прямо сейчас. Не игнорируйте, девочки и мальчики, этот момент. Ну а мы с вами начинаем. Итак, вещи в вашем доме, которые привлекут деньги в ваш дом. Вы знаете, на Востоке верят, что богатство приходит в дом, где есть предметы, где есть вещи, которые привлекают деньги. Поэтому, если вы будете обладателем правильных вещей, вы можете стать богатым не только трудясь с утра до вечера. Знаете ли вы, что все вещи в вашем доме обладают определенной энергетикой и вибрациями? Какое огромное скопление самых различных энергий находится в вашем доме. И среди них есть вещи, которые, что, друзья, излучают именно денежную энергетику. С помощью этих вещей вы можете привлечь деньги в дом и навсегда распрощаться с долгами и финансовой нестабильностью. И, конечно же, возникает вопрос, а что же это? Первый, друзья, это коврик, который постелен у входа в ваш дом или в квартиру. Именно этот коврик не будет пропускать негативную энергию в ваш дом. А вот энергию денег он, наоборот, будет привлекать в дом. Если вы хотите, чтобы деньги были в сохранности и приумножались, то, придя домой с суммой денег, не вытирайте обувь о коврик. Это поможет сохранить энергию денег, принесенных в дом. Когда вы возвращаетесь домой с пустыми руками, то здесь обязательно вытрите обувь о коврик, для того, чтобы энергия пустоты к вам не прилипала. Также следите за входным ковриком, чтобы он был чистый, потому что бывает так, что заходишь в гости и случайно смотришь под ноги себе на коврик, а он грязный, он с какими-то пятнами, где-то уже что-то полопалось и так далее, и так далее. Далее, обязательно купите оберег в виде веника и повесьте его в прихожей или на кухне, но помните, метелкой вверх. Вверх обладает очень сильной энергетикой для привлечения денег. Считается, что он выметает всю негативную энергию, тем самым освобождая в доме место для денежных потоков. Еще один момент касательно веник. Веники есть разные. Смотрите, чтобы они были сделаны своими руками. Как правило, это делают пожилые люди. Вы увидите, этот веничек должен быть именно из спроса, а не искусственный. И вам очень повезло, если ваш обеденный стол имеет круглую или овальную форму. Этот предмет мебели способствует свободной циркуляции денежной энергии. Только сколько бы вы ни потратили денег, они всегда будут возвращаться к вам. Далее, очень осторожно нужно быть с таким предметом, как зеркало. Оно может привлечь деньги в дом, а может и спугнуть их. Всегда нужно помнить о том, что в зеркале должны отражаться чистота и порядок. Если же ваше зеркало будет видеть грязь и пыль, то его энергия будет негативно влиять на финансовое положение. У зеркала есть закон. Что оно видит, то оно вам и возвращает, оно отдает. Поэтому, если вы хотите привлечь деньги, то держите свой дом в чистоте. Напротив зеркала нужно хранить копилку или ваш кошелек. Они будут отражаться в зеркале, и значит, и деньги в вашей жизни будут приумножаться. Далее хрусталь. Помните, хрусталь является магнитом для привлечения денег. Чтобы в доме были стабильность и финансовое благополучие, нужно на видном месте держать фигурку или статуэтку из хрусталя. Такие статуэтки помогают следовать распорядку, что положительно сказывается на финансовом благополучии.
Далее, друзья, отличной деталью в интерьере является и аквариум с рыбками. Аквариум привлекает в дом достаток и наполняет его гармонией. Единственным условием для того, чтобы рыбки притягивали деньги, является то, что они должны быть золотыми. Большую роль играет и число рыбок, и их должно быть 9. Почему именно 9? Дело в том, что 9 это особенное число. Оно связано с гармонией между небесными силами и землей. Девятка становится магнитом для финансов. На дно аквариума положить обязательно камни и монеты. Это сделает аквариум мощным объектом для привлечения денег. Вода в нем не только притягивает благополучие, но и улучшает денежные потоки, а также очищает окружающее пространство от негатива. Но еще один момент касательно аквариума. Ваш аквариум должен быть всегда чистым, то есть его нужно мыть хотя бы раз в месяц, его нужно проверять фильтры, чтобы они действительно были чистыми, и смотреть за рыбками. Далее, клубок красных нитей, он также обладает способностью притягивать деньги. Красный цвет ассоциируется с богатством, властью, силой, уверенностью и роскошью. Такой клубок нужно положить на самое видное место. Он поможет привлечь силу богатства, а также защитит дом от недоброжелателей. Например, в Китае считается, что красный цвет – это символ финансового достатка, поэтому в каждом доме в этой стране есть ковер красного цвета. А мы с вами можем использовать красный цвет. Вы можете купить что-то из декора, потому что помните, что красный цвет, он активирует денежную энергию. Далее желтые монетки. Особенно если они старинные, они также являются магнитом для денег. Чем крупнее монета, тем она сильнее. Хранить такие деньги нужно в кошельке, но отдельно от купюр, которые находятся в обиходе. Такие монеты привлекают финансы и гармонию в душе. Далее фигурка слона с поднятым хоботом. Помните, слон – это вообще символ мудрости. И концентрация внимания на фигурке помогает принимать верные решения и урегулировать денежные решения. Фигурку нужно поместить на рабочем месте или в зоне отдыха. Бывает очень часто так, что люди бывают на отдыхе в той же Шри-Ланке, в том же Таиланде и покупают себе фигурки слона. Не обращают внимания, что есть хобот вниз, а есть хобот вверх. Берите только с хоботом вверх, если вам очень понравилась такая фигурка. Еще один момент. Бывает так, что на одна статуэтка, состоящая, например, из двух слонов, где хобот один вверх, другой вниз. Вот такой тоже можете брать. Но если только фигурка или только с поднятым или с опущенным хоботом никогда не берите. Далее, в вашем доме должны быть красивые свечи. А чем они красивее, тем больше шансов у вас стать богаче. Настоящие свечи должны быть отлиты из воска, и вот тогда они действительно обладают поистине чудесной силой. Ну и еще, друзья, колокольчик. Желательно колокольчик иметь именно железный, настоящий. Но если нет, то заимейте хотя бы декоративный, который способен защитить пространство вашего жилья от негатива, дать вам больше шансов стать намного богаче. И идеальное расположение вот такой денежной приманки у входной двери. Очень важно, чтобы вы этим колокольчиком время от времени звенели, потому что именно его и звон будет отталкивать любой негатив. Обращаем на это, ваши девочки и мальчики, особое внимание. Теперь давайте поговорим о растениях в вашем доме, которые привлекают деньги в дом. Уже давно растениям приписывают самые разные свойства и считают, что они обладают определенной энергетикой. Поэтому, если вы хотите стать богатым, необходимо в доме завести комнатные растения, которые будут вам в этом помогать. Растения способны не только очищать воздух, как многие люди думают, но и радовать своей красотой, а также привлекать деньги в ваш дом. Какие же цветы, друзья, приносят деньги в дом? Достаток и благополучие. Итак, давайте разбираться. И первое, это у нас с вами толстянка. Именно толстянка – это то растение, привлекающее магию денег в ваш дом.
Толстянка ее назвали за маленькие мясистые листики, которые по форме напоминают монетки. И если у вашей толстянки листочки мелкие, то готовьте кошелек для мелочи. Ну а если крупные, то и бумажные денежки в нем водиться будут. Также ни при каких обстоятельствах у этого растения нельзя обрывать листики. Это будет означать излишнее транжирство. Кстати, такое растение лучше не покупать, а незаметно оторвать листочек или веточку и потом посадить у себя дома. Стоит лишь поселить денежное дерево в вашем доме, как ваше финансовое состояние изменится в лучшую сторону. Ну а чтобы в доме водились деньги, проведите особый и очень простой ритуал. Перед посадкой вашего растения в горшок возьмите 8 монет и поместите их на дно, представив себя богатым человеком. Во время полива растения вспоминайте эту картинку как можно чаще и четче. Это будет ваша программа на успех. Если же у вас в доме уже живет взрослое денежное дерево, можно просто закопать несколько монет в горшок. Можно привязать и пару красных ленточек с монетками на веточке. Этот талисман будет работать вам на пользу. Глядя на них, вы всегда будете думать о том, что деньги и так идут сами к вам в руки. Ну а чтобы толстянка правильно распределяла свою энергетику, горшочек с ней нужно поставить у окна на юго-востоке. Важно, чтобы растение получало много света и взаимодействовало с энергией Солнца. Идеальный для этого магического растения горшок красного, бордового, зеленого или коричневого цвета. За растением нужно тщательно ухаживать, вовремя поливать, вытирать листья от пыли и удалять, конечно же, сухие листочки. Растение за вашу искренность и заботу обязательно отблагодарит вас привлечением потока денежной энергии. Следующее растение, друзья, вы его все знаете, это Замиокулькас, или еще в народе его называют долларовым деревом. Это удивительное растение, которое относят к растениям, которые приносят деньги и везение. Оно смотрится шикарно и совершенно не капризно, но значительно поможет вам улучшить ваше материальное благополучие. Растение обладает очень сильным и восприимчивым энергетическим полем, поэтому помогает только тем владельцам, которые его действительно любят. Считается, что если его вам подарили, то его магические свойства только усилятся. Далее герань. Герань – это неприхотливое растение. Кто занимается растениями, знает. Также герань является символом стабильного достатка в доме. В том доме, где герань дает новые побеги и пышные цветы, всегда будет достаток и благополучие. К тому же цветет это растение красиво и в любом случае будет радовать ваши глаза. Своим цветением она всегда радует хозяев и наполняет дом положительной энергетикой. Ставить ее лучше в спальне, но можно и в гостиной. В любом из этих мест в доме ей будет хорошо, и она начнет приносить вам благополучие и достаток. А вот для усиления финансового эффекта нужно каждую неделю поворачивать ее по часовой стрелке. Она должна находиться всегда только в светлом месте. Далее, друзья, папоротник, но только именно его комнатный вид, который называется нефролепис. Если у него пышная листва, то это знак того, что ему хорошо у вас, и он притягивает достаток и изобилие. Для того, чтобы усилить его свойства, на некоторые его побеги и прикорняк повяжите красные и зеленые ленточки, попросив в этот момент о финансовой стабильности. Магические свойства папоротника были известны еще с древних времен. Даже ходит легенда, которая говорит, что тот, кто найдет цветок папоротника, способен моментально привлечь удачу и найти спрятанные под землей сокровища. Конечно, к сожалению, папоротник не цветет, и это просто красивая легенда. Но вот в дом изобилия и материальное благополучие он точно привлекает. Далее драцена. Драцена – это символ финансового процветания. Это растение способно переносить практически любые условия содержания. Ухаживать за драценой совсем не сложно. Главное ее хорошо поливать. Растение привлекает не только деньги, но и удачу в личных делах и способствует везению во всем. Далее фикус. Фикус благодаря своим округлым листочкам способен приносить удачу, богатство и процветание. Его следует ставить при входе в дом. Это растение любит, когда его благодарят за то, что оно поддерживает финансовой стабильностью в вашем доме и притягивает денежный поток.
Не забывайте, что ему нужно протирать и гладить листочки раз в 3 дня, и тогда он будет насыщать ваш дом положительной энергетикой. Иметь фикус в доме к счастью, к процветанию и финансовому благополучию. Так что не сомневайтесь и заводите себе это прекрасное растение. Ваша вера в чудодейственную силу растений будет подпитывать их желание вам помочь, и вы действительно сможете достигнуть финансового успеха и благополучия. Все мы знаем, что уход за растениями позволяет даже успокаиваться. Спокойный и довольный человек всегда изначально готов к любым свершениям. Он готов впитывать в себя только положительную энергетику. Подбирая в ваш дом денежные растения, можно сочетать разные их виды. Это только поможет усилить поток полезной энергетики и повысить ваше благосостояние. Далее хотим с вами поделиться народными советами, которые помогут вам привлечь деньги. И в вашем доме всегда будет достаток и изобилие. Очень многие советы по привлечению денег пришли к нам из прошлых времен, но до сих пор помогают нам добиваться важных жизненных целей, финансового благополучия и удачи. Эти советы передавались нам от дедушек и бабушек, а те в свое время получили их от своих родных. Есть даже советы, которые передаются из поколения в поколение, держатся в тайне, и о них знают только в семье. Но все эти советы работают и помогают. Первым делом вам нужно знать, что деньги – это энергия. Она может свободно к вам идти, а также вы можете ее и отпугивать. Чтобы этого не было, нужно соблюдать следующие простые правила. Нельзя тратить всю зарплату, премию или пенсию сразу, или это могут быть заработанные деньги. Деньги должны обязательно переночевать в вашем доме хотя бы одну ночь. Одну из купюр отложите до следующего раза, и каждый раз, проделывая вот такую вот практику, нужно будет добавлять по купюре. Это поможет зарядить атмосферу благополучием и финансовой стабильностью. Но никогда не одалживайте деньги в долг во вторник. Этот день недели самый неудачный для расставания со своими деньгами. Они потом могут очень тяжело к вам возвращаться, а могут и вовсе уйти из вашего дома. Вы вместе с деньгами можете отдать свою удачу. В понедельник не стоит также занимать деньги в долг, так как считается, что как увеличивается неделя, будут и увеличиваться ваши финансовые трудности. И нельзя в пятницу отдавать долги. Выберите для этого любой другой день. К концу рабочей недели большинство людей устают, и ваша энергия может передаться с деньгами, которые вы будете возвращать. Вечером не нужно проводить любые действия с деньгами, отдавать долги, одалживать, тратить большую сумму денег на покупку, иначе вы рискуете разориться. Все действия лучше делать до захода солнца. Трогать, пересчитывать, перекладывать деньги лучше рано утром. Чтобы привлечь деньги, старайтесь как можно чаще их пересчитывать. Доставайте, давайте им как бы подышать, набраться положительной энергии, чтобы они видели, что вы не забываете о них. Очень важно, чтобы вы пересчитывали и через окно попадали солнечные лучи. При этом хвалите деньги, благодарите за то, что они у вас есть. Не бойтесь благодарить высшие силы, себя, ангелов-хранителей. Это очень важно. И вот это простое действие будет заметно увеличивать ваш доход, так как деньги любят того, кто любит их. Всегда пересчитывайте деньги, которые вам дают на сдачу. Не ленитесь, это еще одно уважение к деньгам. Это в первую очередь не то, чтобы проверить, вам правильно дали сдачу или нет, а это именно уважение именно к деньгам. Обращаем на это ваше особое внимание. Очень часто бывает так, что человеку дают сдачу даже монетами. Человек просто их берет и кладет в свой кошелек или например, в карман. И не думает о том, что вы таким образом показываете неуважение к мелким деньгам. Так не должно быть. Любите любую сумму, которая к вам поступает. Помните об этом. Далее, никогда не смахивайте крошки со стола рукой. Это совсем, казалось бы, безобидный
поступок, привычный многим, но он и лишает вас богатства. Если хотите, чтобы стол был чистым, а в кошельке всегда водились деньги, нужно делать это тряпочкой или щеткой, которую вы специально должны держать для этого действия. При этом проговаривайте такие слова: ты крошки со стола очищаешь, деньги в мой кошелек приметаешь. Всегда пользуйтесь только ней. Для усиления ее силы каждый раз при уборке вновь проговаривайте ей эти слова. Также следите за тем, чтобы в вашем кошельке всегда были деньги. Он никогда не должен быть полностью пустым, даже временно. Иначе это приведет к тому, что богатство уйдет от вас, а денежная энергия очень чувствительная. И чтобы потом вернуть ее обратно, придется долго и упорно трудиться. Доказывать, что вы достойны ее присутствия и помощи в вашей жизни. Особенно это касается барышень, которые любят ходить на рынок и стараются потратить буквально до копейки. Так делать нельзя. У вас всегда должны в кошельке быть деньги для размножения. Пусть это будет самая маленькая банкнота, но она обязательно должна быть. Чтобы в доме всегда были деньги, нужно, когда вы будете одна дома, положить под скатерть несколько купюр. Они будут притягивать другие купюры в ваш дом. На что привлечь деньги, бумажные купюры в кошельке нужно располагать лицом к вам. Деньги любят, когда они лежат в кошельке красиво и по возрастанию. Деньги, которые вам легко достались или вы нашли, их нужно также легко потратить. С их помощью вы должны принести радость вашим близким людям. Например, купите подарок, угостите на эти деньги нуждающегося человека или помогите кому-то. Это очень важно. Это у вас такая проверка, достойны ли вы иметь много денег, справитесь ли вы со свалившимся на вас счастьем. Не потеряйте ли вы в себе человека, ведь известно, что многие, получив большие деньги, перестают просто-навсего быть людьми. Если вы эти деньги спрячете или, что еще хуже, отложите на размножение, больше они никогда так легко к вам не придут. Закроется денежный поток, который был направлен на вас, и со временем и остальные деньги могут уйти из дома, посчитав вас просто недостойным их. Также не носите одежду с дыркой в кармане. Такая одежда изначально несет в себе смысловой негатив. Все, что вы будете класть в карман, будет из него теряться. Есть народная одна примета, которая говорит следующее, что в такой одежде деньги не задерживаются, утекая как песок сквозь дырки. Перед тем, как сложить верхнюю одежду до следующего сезона, положите во все карманы по бумажной купюре любого достоинства. Этот простой ритуал привлечет денежную энергию в ваш дом. В тот момент, когда вы переезжаете в новое жилище, необходимо бросить монеты на пол, как бы засеяв новый дом финансами и благополучием, чтобы деньги росли и приумножались. Позже их нужно собрать и держать под ковриком у входной двери. Соблюдая эти простые народные советы, вы сможете наладить с деньгами контакт, делать все, чтобы им нравилось у вас, и не делать ничего из того, чтобы отпугнуть их. Они будут любить вас и ваш дом, и будут поселяться у вас. Энергия денег будет чистой, и работать будет только на приток финансов. Теперь давайте поговорим о том, что положить в кошелек, чтобы привлечь энергию денег в свою жизнь. Вы знаете, кошелек – это не просто вещь в вашей жизни, это энергетически сильный аксессуар, который поможет притянуть в вашу жизнь деньги. Кошелек считается также домом для денег, но чтобы привлечь купюры в этот домик, нужно создать им что? Уют. И для того, чтобы они хотели приумножаться, нужно зарядить их дом положительной энергией, которая с каждым днем будет все больше и больше притягивать такой энергии. Для этого нужны будут талисманы, которые будут помогать привлечь энергию денег в ваш кошелек. И одним из таких талисманов считается монета. Она должна быть выбрана вами, так, чтобы вам захотелось не выпускать ее из рук. Это может быть старая монета или наоборот, современная. Но очень важно, чтобы она была новая и блестящая. Вы сами интуитивно поймете, что это ваша монета, когда увидите ее.
Эта монета будет иметь особую энергетическую мощь и привлекать энергию денег в вашу жизнь. Как только нужно будет подзарядить такую монету вашей энергетикой, первым делом оботрите такую монету со всех сторон солью, при этом проговаривайте следующие слова. Тебя энергетически очищаю, все энергии с тебя убираю. Ты как белый лист светла и энергетически чиста. Затем возьмите ее и потрите между двух ладоней 7 раз. Сделав это ребром, монеты потрите по вашему затылку. Там сильное скопление вашей энергии. Проделав это, первым делом положите ее на кошелек и обязательно скажите такие слова. «Тебя в твой дом привела. Будешь энергию денег привлекать и мне помогать». Далее счастливая купюра. Счастливая купюра – это также отличный помощник для привлечения денег в вашу жизнь. Положив ее в кошелек, вы привлечете в него поток светлых энергий. Такую купюру хорошо завести из подаренных денег или с какой-то удачной сделки, из выгодной продажи или даже премии. Она должна быть новой и лучше, если будет не маленького номинала. Когда вы будете класть ее в кошелек, обязательно скажите такие слова. Энергию денег привлекай, таких же номиналов купюры к себе завлекай. Пусть к тебе в этот кошелек приходят и никуда не уходят. Далее, друзья, лавровый лист. Лавровый лист – это незаменимый помощник во многих ритуалах. Он считается одним из самых мощных талисманов. Положив его в кошелек, вы обретете магнит для денег, для удачи и счастья. С давних времен он считается талисманом богатства. Подержав лавровый лист на подоконнике, проговорив такие слова: «Энергию Луны лавр в себя заключает, силу для притяжения денег обретает. В кошелек положу и на следующий же день деньги обрету». Листок мяты будет притягивать в ваш кошелек положительные энергии и отталкивать негативные. Притянет в вашу жизнь и финансовое благополучие. Перед тем, как отдать из кошелька крупную сумму денег, троньте листок мяты и проговорите такие слова. «Деньги погулять отпускаю, но в скором времени обратно их приглашаю. Мне в это мята помоги и домой их быстро верни». Для более сильного эффекта в каждом отделении кошелька в левый уголок капните эфирного масла мяты. Далее не забудьте положить фасоль в ваш кошелек и удивитесь, насколько быстро в вашей жизни начнут происходить финансовые изменения в лучшую сторону. Лучше, если это будет белая или фиолетовая фасоль. Они более сильны в привлечении энергии денег. Положив фасоль в кошелек, нужно будет проговорить такие слова. Эту фасоль в кошелек кладу, деньги с ее помощью притяну. Она поможет вам без особых усилий добиться финансового благополучия. Далее палочка корицы. Она также способна быстро открыть поток денег в ваш кошелек. Еще с давних времен она считалась очень мощным помощником для привлечения денег, так как относится к стихии огня. Есть такая легенда, что свою силу корица получила от птицы Феникс, которая способна была возрождаться из огня. Положив палочку корицы, и она обязательно притянет к вам деньги. Если нужно будет потратить крупную сумму денег, зажмите ее в правой руке и скажите следующие слова. «Корица, ты помощница моя, в правой руке тебя зажимаю, деньги из кошелька уйдут и в скором времени с твоей помощью обратно и придут». Если вы хотите усилить энергию денег, можно в один карманчик кошелька положить палочку корицы, а в другой листочек мяты. Вместе они очень сильны. Далее апельсин. Вы знаете, апельсин связан с солнечной энергией, считается достаточно сильным талисманом и способен помогать притягивать деньги, если вы его корочку положите в свой кошелек. Для этого нужно взять кусочек корочки, вырезать его в форме круга и поставить на подоконник, чтобы солнце попадало на него, и сказать такие слова. «Солнце, кожечку апельсина закали, энергию денег притягивать научи. Я его в кошелек положу, с его помощью деньги в него позову». Кусочек зеленой денежной свечи, положенный в кошелек, также поможет привлечь энергию денег в вашу жизнь. Вырезать кусочек нужно возле фитиля. Желательно, чтобы он был плоской формы и не крошился, попав в ваш кошелек. Когда будете вырезать его, проговаривайте такие слова. «Кусочек денежной свечи в кошелек кладу, деньги и удачу иметь буду». Какой из вышеперечисленных талисманов выбрать, решать
только вам. Но знайте, что каждый из них сильный и поможет привлечь энергию денег в вашу жизнь. Теперь далее давайте поговорим о том, как правильно дарить деньги для того, чтобы они приумножались в вашей жизни. Каждый день мы с вами производим действия с деньгами, но не знаем, что деньги – это энергия, которая отличается от других. У нее свои законы, она сама выбирает, у кого в жизни появляться, а кто не заслуживает этого. Ее возможно привлечь, только доказав, что вы чисты душою и готовы для того, чтобы она появилась в вашей жизни. Для того, чтобы ее привлечь, нужно изучить все законы и правила. Сделав это, она будет постоянным вашим спутником и будет менять вашу жизнь только в лучшую сторону. Да, к деньгам нужно относиться с уважением, правильно обращаться с ними. Когда вы их обрели, также, что немаловажно, нужно уметь правильно их принимать и преподносить в дар. Ведь от этого, как это сделано, зависит, что они и принесут в вашу жизнь. Если вы преподносите деньги на свадьбу, обязательно нужно спрятать их в белый конверт. В него вы можете вложить открытку и подписать. Вечером накануне мероприятия, когда будете готовить конверт, откройте его и потрусите ним трижды, проговаривая такие слова: «Только эту сумму в конверт кладу, а свою денежную энергию не отдаю. Она моя и у меня останется». Проговорив это, сразу вложите все, что требуется в конверт. Деньги, открытку, и сразу заклейте его. Да, именно заклейте. Деньги, которые вы дарите, никто не должен видеть, кроме тех, кому они преподносятся. Ведь кто-то может позавидовать той сумме, которую вы подарили, и наслать порчу. С этого момента ваше финансовое положение будет ухудшаться, начнутся разного рода денежные потери. Поэтому не рискуйте, делайте все правильно. Окружающим людям не нужно знать, какую сумму вы подарили, а молодожены сами все увидят. Если вы преподносите деньги на день рождения, вам нужно вечером накануне праздника приготовить купюры, но сумма из них обязательно должна быть круглой. Например, 200, 300, 500 и так далее. Не должно быть 250, 350 или 550. Так вы будете делить вашу денежную энергию пополам. Зажгите свечу любого цвета и между вами и приготовленными деньгами проведите черту 3 раза, проговаривая при этом такие слова: «Свои деньги у себя оставляю, эту сумму для другого человека выделяю, но связь с моей энергией обрываю». Дайте свече догореть, деньги сложите так, как планируете их преподнести. Огарок свечи не выбрасывайте. На следующий день, когда будете идти на праздник, выбросите его через правое плечо. Если собираетесь преподнести деньги на новоселье, с вечера приготовьте сумму денег, сложите ее в любой конверт и внутри нарисуйте листочек клевера и напишите поздравления. После проделанного маленькую щепоточку соли насыпьте на верхний левый уголок конверта и скажите такие слова: «Пусть эти деньги принесут счастье. Тому, кому дарю их, мои от меня не уйдут, а чужие не придут». Оставьте так до утра, а утром соберите соль в левую руку и выбросите в окно. Через время ваша энергия денег увеличится, а людям, которым вы их подарите, они только принесут счастье. Преподнося деньги на крестины, нужно не жалеть о сумме, которую вы кладете в конверт. Эти деньги должны быть подарены только с чистым сердцем, иначе энергия денег уйдет от вас, и вернуть ее у вас просто не получится. Для крестин нужно взять небольшую коробочку и каждую купюру свернуть в трубочку. Если это девочка, то перевязать каждую из купюр красной ниткой, если мальчик, то зеленой. Купюры должны быть разного номинала. Купюру самого большого номинала нужно положить в центр, остальные разместить вокруг нее. Когда будете раскладывать их, желайте новорожденному всех благ. Когда разложите, положите коробочку на подоконник и скажите такие слова: «Энергия денег моя у меня остается, а эта коробочка своей наберется». Если вы собираетесь на какую-либо годовщину, деньги в конверт нужно вложить от большой купюры к меньшей, и развернуты они должны быть вправо. Проговаривайте обязательно при этом такие слова: «Энергию денег свою не дарю, в подарок купюры преподношу. Новый хозяин их в руки возьмет и энергию свою к себе и призовет». Такой конверт обязательно нужно будет дарить только левой рукой. Обратите на это внимание.
Деньги нельзя дарить на Новый год. Проделывая это в начале года, вы показываете, что не нуждаетесь в них и что хотите, чтобы они перешли служить другому человеку. Поэтому, если решили, что нужно подарить деньги, преподнесите этот подарок либо заранее на 3 дня, либо после 3 января. Так вы не навредите себе, и денежная энергия останется возле вас. Если вы все будете делать правильно, внимательно, дарить деньги по правилам, то денежная энергия останется в вашей жизни, да еще и будет приумножаться. Главное, никогда не жалейте о подарке, и дарить нужно всегда только от чистого сердца. Если и делать это только для того, чтобы в данный момент нужно так поступить, то вы к этому не готовы, и этот подарок будет преподнесен таким образом, что вы поставите блокировку для поступления энергии в вашу жизнь, что ни к чему хорошему вас в дальнейшем не приведет. Поэтому, если вы к чему-то не готовы, лучше пропустите мероприятие, так будет правильнее. Не забывайте, положительное притягивает положительное, а негатив, к сожалению, притягивает только негатив. Теперь давайте поговорим о том, где нельзя хранить деньги в доме, потому что они будут спать и не будут работать на вас. А мы знаем о том, что деньги должны приумножаться, они должны работать. Давайте с этим вопросом разберемся более подробно. Каждый день мы держим в руках деньги и даже не задумываемся о том, что от нашего к ним отношения зависит, будут ли они в нашей жизни, в каком количестве и что они принесут с собой. Ведь деньги – это особая энергия, которая приходит не ко всем людям, а только к тем, кто способен справиться с ней и научиться ней управлять. Если вы способны на это, то финансовые проблемы у вас никогда не будут возникать. А вот если эта энергия посчитает, что вы недостойны ее, денег в таком случае вам не видать. Есть законы, по которым она существует. Если их знать и придерживаться, то с их помощью она с каждым днем будет все больше и больше появляться в вашей жизни. Но не нужно забывать, что она как пришла, так может и уйти, посчитав на каком-то этапе, что вы не нуждаетесь в ней или больше недостойны ее присутствия в вашей жизни. Она не любит злых и жадных людей. Даже те, кто при ее появлении в своей жизни начинает зазнаваться, меняться, плохо относиться к окружающим людям, не любит тех, кто хвастается или начинает заменять не все вокруг себя, не замечая того, какие негативные изменения происходят вокруг. Кредиты и долги также оттолкнут ее из вашей жизни. Часто энергия денег испытывает человека или перед тем, как прийти в его жизнь, или когда уже находится в жизни такого человека. Поэтому с ней нужно обращаться очень аккуратно и внимательно, соблюдая, конечно же, все правила. И очень важно также правильно хранить наше накопление, ведь деньги любят комфорт, и если это делать неправильно, они также уйдут от вас. Но если вы будете делать это правильно и им все будет нравиться, они наоборот будут приумножаться у вас. Поэтому никогда не храните деньги в пустых стеклянных банках или в банках с крупами. Так как пустая банка, она притягивает негатив, и поместив туда деньги, вы будете окружать их негативом. А банка с крупами, которыми вы не будете пользоваться, будет иметь застоявшуюся энергию. А хранив деньги застоявшейся энергии, вы просто перекрываете такие потоки в свою жизнь. Деньги также нельзя хранить в коридоре, в шкафу, который стоит напротив входной двери, или в мебели, которая отражается в зеркале. При таком хранении они не будут ощущать к себе уважение и, к сожалению, будут регулярно уходить от вас, притягивать к вам негатив, при этом еще и с разными проблемами. Если вы будете хранить деньги под матрасом, они, находясь в месте, где спят, будут тоже спать. Так энергия денег перестанет обновляться, а со временем и вообще приходить в вашу жизнь. Также, если человек плохо спит, и ему снятся кошмары, это будет мешать поступлению и обновлению денежных энергий. Поэтому это также не самое подходящее место для их хранения. Но это не касается ритуалов или обрядов, в которых деньги должны находиться определенный период возле вашего спального места.
вещах деньгам также не место, ведь вещи пропитываются энергетикой мест, в которых вы находились, и в этих вещах они еще и впитывают эмоции, которые вы ощущали, например, за день. Поэтому если вы будете соприкасаться с вещью, которая пропитана негативом, это ничего хорошего вам не принесет, кроме того, что деньги начнут притягивать негатив, и вы их просто либо потеряете, либо их у вас украдут. Деньги не должны храниться в местах, где они будут мяться или их нужно скрутить. Они должны быть выровнены, сложены по старшинству. Даже уголочки не должны быть загнуты, ведь это все показывает деньгам, как вы к ним относитесь, уважаете, и от этого, в каком состоянии они находятся, зависит, будет ли эта энергия приходить в вашу жизнь или нет. В обуви также не место для денег, так как старая обувь, которая не носится, будет также притягивать негатив, окружая их негативом день изо дня. Вы показываете, что не нуждаетесь в них. А если какая-то коробка еще и со старой обувью, то они после такого очень быстро уйдут из вашей жизни. Ведь этим вы также показываете им, что способны без них обходиться и что не нуждаетесь в их присутствии. Так как старой обуви, которой вы не пользуетесь, вообще не место в вашем доме. Она только разрушает положительную энергетику вашего жилья. А вы вместо того, чтобы выкинуть ее, еще и держите в ней деньги. Деньги, которые вы используете для того, чтобы притягивать деньги и увеличивать накопление, должны быть разложены удобно. От того, в каком состоянии они находятся, зависит то, как эта энергия будут располагаться в вашей жизни. Поэтому перед тем, как разместить их в каком-то определенном месте, продумайте все варианты. Посмотрите, удобно ли им, просторно там. Если вас при этом начинает что-то смущать, переносите сразу их в другое место. Они дают вам посыл, что это место им не подходит энергетически. Научитесь прислушиваться к ним, и они обязательно поселятся в вашей жизни. Энергия денег способна притягивать как положительные энергии, так и отрицательные, как появляться, так и уходить. Поэтому все, что касается этой энергии, нужно внимательно изучать, соблюдать, чтобы потом не жалеть. Что-то вы не сделали, например, не так. Теперь, друзья, давайте поговорим о словах, которые привлекают деньги. И мы рекомендуем вам использовать именно эти слова как можно чаще в своей жизни. Вы знаете, каждое из слов, которые мы используем ежедневно, имеет свою энергетику, свою силу и вибрацию. Одни слова настраивают нас на принятие положительных энергий, другие притягивают к нам негативные энергии. Поэтому очень важно следить за тем, какие слова мы употребляем в своей речи. Многие люди используют слова ежедневно и не понимают, какой силой они обладают, а затем удивляются, почему в жизни происходят неприятные события и изменения не в лучшую сторону. Каждый человек имеет свою энергию слов, которая не похожа на другие. Каждая из энергий, она особая и не повторяется. Здесь еще и многое зависит от интонации, тембра голоса, смысла, вложенного в то или иное слово. Также у каждого из людей свой личный набор слов. У некоторых он постоянно пополняется, а у некоторых он остается на одном и том же уровне. От этого и зависит уровень жизни и то, что окружает каждого из людей. Каждое слово, сказанное вами в определенный период, запускает свою энергию. И если использовать правильно и научиться ней управлять, она способна менять жизнь в лучшую сторону. Важно не использовать слова, которые несут в себе негативное значение и разрушительную энергетику, ведь таким образом можно себе очень сильно навредить и изменить свою жизнь в ненужном для вас направлении, притянуть бедность, неудачи, а также множество неприятностей. Поэтому всегда думайте перед тем, как употребить то или иное слово, чтобы потом не жалеть о последствиях. Также с помощью слов возможно привлечь к себе то, чего вам не хватает. Например, счастье, удачу, достаток, благополучие и многое-многое другое. Эти слова помогут изменить в лучшую сторону ваше финансовое состояние и привлечь нужные для вас энергии. Первое слово, друзья, это слово «обрести».
Именно слово «обрести» поможет вам притянуть то, чего вам не хватает на данном этапе. Выбрать для этого правильное направление и придерживаться его. Повторяйте его постоянно, и вы увидите, как у вас начнут появляться желаемое. Следует слово «получить». Именно слово «получить» помогает получить желаемый результат, получить то, что вы хотите на данном этапе, поставить перед собой определенную цель, которой нужно придерживаться, настроиться на принятие положительной энергии. Если вы будете проговаривать «я хочу получить много денег» и вкладывать в это слово правильный смысл, и очень скоро в вашей жизни они действительно начнут появляться. Следующее слово «считать». Это именно слово «считать» ассоциируется со словом «прибавлять». С тем, что нужно пересчитать, значит, количество увеличивается и нуждается в новом счете. Потоки энергии будут двигаться вокруг вас, и вы постоянно будете получать что-то новое, что будет приносить вам удовольствие. Следующее слово – слово «богатство». Это слово притянет к вам денежную энергию, улучшит ваше финансовое состояние и поможет поставить даже новые цели. Далее слово «счастье». Счастье – это слово помогает окружить вас потоками положительных энергий и с каждым днем усиливать их. Оно принесет вам достаток и сделает вас счастливым человеком. Следующее слово – это радость. Это слово пропитано положительной энергетикой, и чем чаще вы будете его произносить, употреблять, транслировать в этот мир, тем больше радости вам будет приносить все, что вас окружает. Далее слово «повернуть». Это слово поможет вам изменить вашу жизнь в лучшую сторону, избавиться от прошлого и совершить абсолютно новые для вас действия и шаги. Следующее слово – слово «идти». Именно это слово поможет вам двигаться выбранной для вас дорогой, не останавливаться на месте и менять все, что вам хочется. Ведь оно означает движение, а значит, вы можете двигаться абсолютно в любом для вас направлении и менять все, что вы хотите изменить в своей жизни. Следующее – процветание. Процветание – это слово означает, что с каждым разом вы будете двигаться дальше и добиваться все новых и новых целей, меняя все, что ранее окружало вас, на другой уровень и окружать себя только новыми возможностями. Следующее слово – слово «успех». Это очень важное слово, так как оно способно приносить нужный результат во всех новых делах и новых начинаниях. Важно верить в то, что вы успешный человек, и вы обязательно в скором будущем станете таким. У вас появится много денег и даже возможностей. Далее надежда. Надежда – это слово помогает верить в то, что вы сможете обрести желаемое, что любое ваше дело обязательно закончится успехом, и что если с первого раза у вас что-то не получится, то обязательно выйдет в следующий раз. Далее слово «мечта». Мечта – это слово означает ваши самые заветные желания, возможно, даже о которых знаете только вы. Очень важно повторять это слово почаще и в этот момент закрывать глаза, представляя свою мечту и то, что она сбылась. Вкладывать в нее весь поток позитива, который вы при этом ощущаете. Также проговаривайте про себя мысленно все слова, которые связаны с вашей мечтой. Если вы будете это делать правильно, ваши мечты начнут обязательно сбываться. Совсем не важно, что есть у вас на данном этапе. Важно то, как вы настроите себя, замотивируете себя и какой путь для достижения тех или иных целей и задач вы выберете. Также не забывайте наблюдать за тем, какие слова присутствуют в вашей речи и что словами вы можете корректировать вашу жизнь. Важно еще, чтобы все ваши слова сопровождались определенными действиями, и тогда успех во всем вам точно, друзья, обеспечен. Теперь, друзья, мы с вами поговорим о снах, которые предсказывают вам, дают понятие, знак, что в вашей жизни в скором времени появятся деньги. Вы знаете, ваши сны состоят из различных энергий, как положительных, так и отрицательных. Поэтому одни сны прогнозируют нам с вами приятные события, а вот другие, к сожалению, наоборот, разные проблемы и неприятности. Это также влияет и на наше настроение. Думаю, каждый из вас замечал, что когда снятся хорошие сны,
Проснувшись, ощущается бодрость, позитив, тянет на новые свершения. А вот когда снились кошмары, проснувшись, ощущается внутреннее опустошение и кажется, что на плечах лежит тяжелый груз. Все, что нам снится, снится на эмоциональном и энергетическом уровне. Важно перед сном всегда отпускать негатив из головы и настраиваться на положительный лад, так как во время сна вас будут окружать положительные энергии, и, соответственно, сны ваши будут приятные, красочные и обязательно с хорошим значением. Поэтому, если вам снится ураган, сильный ветер, и вы присутствуете в самом центре циклона, это очень хорошо, так как такой сон сулит вам быстрое появление денег. Если вам снится змея, это также предвещает финансовые поступления, и чем больше змея, тем крупнее сумму вы получите. Если снится змея желтого цвета, это означает, что у вас будут хорошие предложения по работе или быстрое продвижение по карьерной лестнице. А вот если вас кусает змея, то здесь нужно быть осторожным и внимательным и думать о всем, что касается денег, так как можно потерять большую сумму. Если вам снится море, то это означает стабильность в ваших финансовых делах. Если на море полный штиль, значит вам поднимут зарплату. Если вы купаетесь в море, вам хорошо и комфортно при этом, то к вам грядут успехи в деловой сфере. Вы сможете заключить даже какую-то очень хорошую выгодную сделку. Если вы находитесь в море, видите камушки на дне, это означает, что у вас будут приятные знакомства. А вот если вода в море мутная и при этом сильные волны, вам нужно остерегаться недоброжелателя, который находится очень близко к вам и намерен, к сожалению, принести вам вред. Если вы во сне печете хлеб, это к положительным изменениям в вашей жизни. Если хлеб получился большой и красивый, это означает, что у вас очень скоро представится возможность заработать большую сумму денег. Если хлеб лопнет, это к денежным потерям, а если пригорит, к большому финансовому обману. Если вам снится сильная метель, это означает, что у вас скоро произойдут изменения в финансах в хорошую сторону. А вот если вы во сне гуляете в метель, а под ногами у вас грязный снег, вам нужно остерегаться, так как на работе вас ожидают неприятности, из-за которых вы можете лишиться денежного вознаграждения. Если вам снится сад, в котором много цветущих деревьев, это означает, что скоро вы получите положительный результат в деле, над которым трудились на протяжении долгого периода времени. Если увидите, гуляя по саду, сломанное дерево, это означает, что на вашем пути возникнут неприятности. Если на вас во сне новая одежда, это к финансовому росту. А вот если одежда имеет на себе дыры, это к непредвиденным тратам, которые свалятся на вас в тот момент, когда вы этого не будете ожидать. Если вам снится, что вы летаете во сне, значит ваш начальник сделает вам предложение, от которого вы не сможете отказаться, но которое приведет вас к новому положительному этапу в вашей жизни. Вот если вы при этом ощущаете дискомфорт, вам постоянно хочется спуститься на землю, это знак на энергетическом уровне, что вам нужно пересмотреть свои цели и что вы выбрали неправильный путь, который ведет вас в никуда. Если вы летаете с кем-то, это к семейному счастью или судьбоносному знакомству. А вот если вы упали с высоты, это к тому, что кто-то из вашего окружения метит на ваше место и будет стараться вас, к сожалению, подставить, чтобы этого добиться. Если вам снится свинья, это к прибыльным делам. Если вы убегаете от свиньи, это означает, что вы не сможете довести до конца начатое вами дело, так как вам в этом помешают. Если снятся ювелирные украшения, получите в ближайшее время большую сумму денег. Это может быть наследство или деньги даже от крупной продажи. А вот если снятся ювелирные камни, это к мелким неприятностям, которые изменят вашу жизнь не в лучшую сторону. Если вам приснился хороший сон, и вы желаете, чтобы он сбылся, проснувшись, улыбнитесь, возьмите монетку желтого цвета и бросьте ее в окно. При этом проговорите такие слова: «Эту монетку бросаю, энергии светлые привлекаю, сон в реальность с их помощью воплощаю». Вот если сон был плохой, и вы не желаете, чтобы он сбылся, то, проснувшись, ни с кем не разговаривайте, сразу включите экран и на проточную воду расскажите ваш сон, а затем скажите такие слова:
Сон в свою жизнь не впускаю, его на энергетическом уровне запираю. Пусть все плохое меня стороной обойдет и вред мне не принесет. Вот такие вот простые действия помогут вам притянуть в вашу жизнь желаемое или обезопасить вас от вещей, которых вы точно не ждете. Далее, друзья, давайте поговорим о том, когда можно и когда нельзя подметать в вашем доме, потому что, подметая в правильные дни, вы тем самым сможете привлечь в свой дом изобилие, друзья, достаток и благополучие. Давайте вместе с вами в этом будем разбираться более подробно. Очень хорошо, когда в вашем доме есть веник, так как он используется не только для уборки, как думают многие люди, а имеет энергетическую силу и способен устранять негативные энергии из вашего дома, притягивать положительные энергии, оберегать ваш дом от недоброжелателей. С веником нужно правильно обращаться, тогда с его помощью вы приметете в свой дом счастье, удачу, благополучие, деньги, любовь, достаток, здоровье. Еще с древних времен в семьях, где люди относились к венику с уважением, благодарили его за помощь, верили в его силу в доме, было все хорошо. Энергетика была светлая и крепкая, а благодаря этому отношения между членами семьи были искренними, любящими и добрыми. С помощью веника можно осуществить заветное желание. Для этого, когда покупаете новый веник, привязывайте к нему и к вашему запястью красную нитку. И далее проговаривайте ваше желание. Затем кладите его на пол и трижды через него переступайте. Проделав это, сожгите нитку, пепел развейте и скажите такие слова. Как только веник в руки беру, сразу посыл нужное отправляю, желание свое осуществляю и результат нужный мне получаю. Вы удивитесь, но очень скоро ваше желание осуществится. А вот в семьях, где к венику относились только как к предмету уборки, энергетика жилья была полностью противоположной, и отношения в семье желали лучшего, так как наполнялись постоянными конфликтами, спорами и недомолвками. Поэтому, чтобы у вас не было неприятностей, соблюдайте обязательно правила, которые его касаются. Прислушивайтесь к тем знаниям, которые остались нам от наших предков. Веник нужно обязательно менять раз в год, так как в этот период старый веник начинает терять свою силу и может начать собирать весь негатив по дому, из-за чего начнет нарушаться энергетика вашего жилья, а в нем поселятся неприятности и негативные моменты, которые доставят неудобства всем членам вашей семьи. Также обязательно после каждой уборки нужно ополаскивать щетину под проточной водой. Таким образом вы будете смывать с него негатив, а когда будете промывать, проговаривайте такие слова: «Веник мне помогал, негатив из дома убирал. Я его благодарю, негатив с него уберу. Веник, ты продолжай и мой дом дальше от плохих энергий охраняй». После того, как очистите его, обязательно размещайте щетиной вверх, иначе достаток может уйти из вашего дома. С помощью веника возможно даже нейтрализовать сильный негатив, который принес в ваш дом недоброжелатель. Это и зависть, это и злость, ненависть. Как только такой человек уйдет из вашего дома, постучите веником о входную дверь 5 раз, а затем трижды обметите ваш дом по часовой стрелке. При этом проговаривайте обязательно такие слова: «Все, что данный человек оставил в доме моем, я собираю и вслед за ним отправляю. Энергетику своего дома нарушить не позволяю, а его злые посылы ему возвращаю. Мне чужого не надо, я это не принимаю». После того, как прометете дом, откройте входную дверь и за ней трижды потрусите веником. Так вы стряхнете весь собранный негатив, и он уйдет вслед за своим хозяином. Данный человек через несколько дней пожалуется вам, что после того, как он от вас ушел, ему не здоровилось. В следующие разы проделайте то же самое, и очень скоро вот такой вот человек, злой, завистливый, недоброжелательный, просто перестанет посещать ваш дом. Многие не придерживаются правил использования веника, а потом удивляются, почему никак не могут избавиться от проблем, которые связаны с деньгами, так как только они заканчиваются и, казалось бы, уже должно стать лучше, появляются новые и новые проблемы. Все это просто объяснить. Вы ничего не меняете и продолжаете жить в том же самом режиме, делая те же самые ошибки, вместо того, чтобы остановиться и подумать, что является для этого причиной. Почитать, возможно, надо, изучить вопрос более детально и оставить все проблемы позади.
Для того, чтобы с помощью веника привлечь деньги, нужно правильно выбирать дни недели, в которые нужно подметать, а в которые от этого стоит все-таки воздержаться. Также нужно знать, как правильно мести и откуда начинать уборку, чтобы не вымести деньги, которые есть на данном этапе в вашем доме и в вашей жизни. И что еще немаловажно, не притянуть денежные проблемы в свою жизнь. Для того, чтобы во время уборки привлекать в дом любовь, удачу, деньги и другие светлые энергии, всегда начинайте подметать от входной двери. Изначально делая перед ней один круг веником по часовой стрелке, при этом проговаривая такие слова: «Все светлые энергии, что в дом мой вошли, я собираю, в непрерывное движение запускаю и их по дому разметаю. Все эти энергии приумножаю». Придерживаясь этого действия, вы будете наполнять ваш дом во время уборки большим количеством нужных вам энергий. Никогда не подметайте ваш дом в понедельник. Таким действием вы отпугнете денежную энергию, и к вам не то что новые поступления не придут, вы и сбережений можете своих лишиться. Но если вдруг вы что-то рассыпали или вам просто необходимо в этот день подмести, бывает, да? Возьмите свечу любого цвета, зажгите ее и пройдите с ней по кончику щетины, проговаривая следующие слова: «Негатив собираю, а вот денежную энергию в доме оставляю, ее никуда не выметаю, проблемы с деньгами не обретаю». Проделав это, свечу потушите и можете убирать и не переживать, но не усердствуйте, такое действие должно быть только на самый крайний случай. Во вторник, даже если вам не нужно убирать, подметите обязательно дом. Начните уборку по правилам, настройтесь на положительный лад, голову заполните светлыми мыслями, не воспринимайте эту уборку как должное, воспринимайте так, что вы наполняете ваш дом светом, притягиваете деньги и улучшаете финансовое положение. В ручку веника при этом вложите столько монет любого цвета и номинала, сколько комнат и помещений в вашем доме. Подметайте обязательно его только по часовой стрелке. После того, как подметете очередную комнату или помещение, по центру кладите монету и при этом обязательно говорите такие слова: «Деньги по дому разношу, с помощью веника денежную энергию притяну, финансы свои увеличу, прибыль получу». На следующий день монеты соберите, вынесите и выбросите их в водоем. Проделывая это действие, деньги будут появляться в вашей жизни в те моменты, когда вы даже не будете их ждать, и с каждым разом поступления будут увеличиваться больше и больше. Люди, которые занимаются торговлей, бизнесом, перед тем, как идти на работу, нужно обметать дом против часовой стрелки и при этом ручкой стучать об лутку в каждом проходе и проговаривать такие слова: «Удача приди, деньги с собой приведи, веником стучу, успех в продажах и в бизнесе получу». Это действие поможет вам достигать поставленных целей, и все будет проходить так, как вам и нужно. Тем, у кого постоянные денежные проблемы, нужно первым делом пересмотреть и подумать, почему же они произошли. Вторым действием с помощью веника избавиться от безденежья, а затем соблюдать правила, которые помогут примести деньги в дом. Перед тем, как убирать, насыпьте соль у порога, затем откройте все окна и начните мести, проговаривая следующие слова: «Безденежье прочь уходи, я тебя выметаю, в доме своем не оставляю, обратно не принимаю и в свой дом не впускаю». Проговорив эти слова, возьмите корицу и по щепотке киньте во все открытые окна, проговаривая следующие слова: «Светлые энергии привлекаю, дом наполняю, денежную энергию привлекаю и проблем с деньгами впредь не знаю». Затем насыпьте корицу возле входной двери, а утром уже следующего дня соберите и смойте под проточной водой. Это поможет вам не только очень быстро избавиться от безденежья, но и привлечь деньги в вашу жизнь. Если вы будете подметать в пятницу, то вы притянете в дом беды, проблемы и финансовые потери. А если это еще и будет пятница 13 числа, то сможете перекрыть вход для поступления денежной энергии в вашу жизнь и ваш дом. Поэтому от такого действия, что касается пятницы 13 числа, вообще нужно воздержаться при любых условиях, чтобы потом не жалеть, ведь исправить данную ситуацию будет невозможно. А если произойдет так, что нужно будет убрать в пятницу, киньте перед собой первым делом щепотку сахара, а затем подметайте ваш дом, соблюдая основные правила. Когда будете начинать уборку, скажите такие слова:
Деньги в доме оставляю, к ним светлые энергии и приятные события приметаю. Дом убираю, правила все знаю, нужда заставляет и выбора не оставляет. Веник мне помоги, нужные энергии сохрани. А негатив весь из дома убери и беды изгони. Проделав это, не стоит переживать, но также используйте этот способ в крайнем случае, так как убрать можно без проблем, заранее подобрав правильный день. Чтобы принести в дом достаток во всем, а также богатство, нужно подметать в субботу. Но делать это нужно в каждой комнате по отдельности и после каждого раза окуривать щетину веника ромашкой и лавровым листом. Вы можете для этого использовать как веточки ромашки, связав их с лавровым листом, так и измельченную ромашку, лавровый лист. Когда будете окуривать щетину веника, проговаривайте обязательно такие слова. Веник, энергетика сильная обладает, дом мой от негатива защищает. Я ему помогу и сильной энергией в помощь притяну. Веник, теперь ты мне помоги и достаток в мой дом притяни. Когда подметете, зажгите свечу белого цвета, сделайте еще круг по убранной комнате и проговорите такие слова. Нужные энергии дом мой заполняют, меня окружают, но богатства не хватает. Скорее приходи, а также мой дом заполони. Я тебя ожидаю и с благодарностью принимаю. Если будете придерживаться этого правила, то в течение года обязательно разбогатеете. Но нельзя пропускать ни одну субботу. День воскресенья, запомните, не предназначен вообще для какой-либо уборки. Если не будете придерживаться этого правила, то испортите не только энергетику вашего жилья, отношения в семье, которые будут наполнены постоянными ссорами, выяснениями отношений, но и можете обрести проблемы со здоровьем. Поэтому в воскресенье отдохните, наберитесь сил, отоспитесь, а для уборки есть и другие дни. Выберите для веника место, где он будет находиться постоянно, но обязательно он должен быть расположен щетиной вверх. Помните об этом правиле. Запомните, относитесь со всей серьезностью, уважением к венику, и вы сможете примести себе все то, чего вам не хватает в вашей жизни. Он сможет вас защитить в тяжелые для вас моменты, избавить от различного негатива и принести нужные энергии, которые значительно улучшат вашу жизнь, финансовое положение и притоки энергии в ваш дом, а также благополучие и достаток будут наполнять его. Вот такой, друзья, сегодня важная и ценная информация мы хотели с вами поделиться. Прямо сейчас ставьте лайк, в комментариях напишите слово, друзья, «Я богат», и так вы сможете запустить финансовый поток в свою жизнь вот прямо сейчас, в данную секунду, не поленитесь. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите, друзья. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся уже с вами буквально в следующем видео.